Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Как стало известно «Коммерсанту», неожиданный поворот произошел в Никулинском суде столицы на процессе по делу девелопера Алексея Добрынина и адвоката Александра Вершинина, которых гособвинение считает участниками вымогательства $300 тысяч у вора в законе Василия Христофорова, Вася Воскрес. Уже осужденный фигурант этого расследования, бывший сотрудник Центрального аппарата МВД Владислав Шаповалов, давая показания в суде, заявил, что господин Вершинин не был осведомлен о намерениях организаторов аферы и был использован ими в темную. Интересно, что ранее об отсутствии материальных претензий к адвокату заявил и потерпевший по делу доверенное лицо законника Станислав Воротников. На процессе по делу Алексея Добрынина и Александра Вершинина, который проходит в Никулинском суде столицы, сторона обвинения завершила представление своих доказательств. Одним из последних был допрошен бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации Владислав Шаповалов. Ранее он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке получил 3 года лишения свободы. На процессе он выступал свидетелем обвинения. Поначалу экс-подполковник полиции рассказал суду о мотивах своих действий и деталях аферы. Так, свидетель признал, что никаких реальных претензий к вору в законе, который проживает последнее время в Италии, у российских правоохранительных органов не было. Не существовало, по словам экс-полицейского, и показаний в отношении Василия Христофорова, которые могли бы лечь в основу уголовного дела против него. Сведения же из оперативной справки, которую показали вору в законе при вымогательстве у последнего, $300 тысяч, были ложными. Бывший полицейский признал, что справку он изготовил сам, используя для придания ей достоверности шаблоны и словесные обороты, хорошо известные ему по многолетней работе в Главное управление уголовного розыска, а Васе Воскресу по материалам его собственных уголовных дел. Свое участие в мошенничестве Шаповалов вначале пытался объяснить суду желанием помочь неким знакомым из Нижнего Новгорода. На них якобы несколько лет назад наезжал Вася Воскрес, и Шаповалов, работая в то время в Центральном аппарате МВД, по его словам, даже безрезультатно обращался по этому поводу в ФСБ. Как пояснил свидетель, он надеялся, что, узнав об угрозе уголовного преследования, законник отстанет от его знакомых. Конкретных фамилий во всей этой истории экс-полицейский, впрочем, не привел. А в конце концов признался, что основным мотивом его действий все же было желание быстро заработать крупную сумму денег. По некоторым данным, у экс-полицейского на момент начала аферы накопились крупные долги. Свидетель также отметил, что $300 тысяч, которые планировали получить от вора в законе, достались бы ему и предполагаемому организатору махинации, девелоперу Алексею Добрынину. А самыми неожиданными в показаниях свидетеля стали слова о том, что один из подсудимых, известный адвокат Александр Вершинин, не был осведомлен о мошеннической схеме. По словам Шаповалова, на адвоката Вершинина, который обвиняется в посредничестве в передаче взятки, часть 5, статья 291 Уголовный кодекс Российской Федерации, они с сообщником вышли потому, что юрист был единственным представителем вора в законе, которого они знали. Отметим, что ранее об отсутствии претензий к адвокату заявил и потерпевший по делу Станислав Воротников, он является доверенным лицом вора в законе, и с ним вымогатели вели переговоры о деньгах. Адвокат Алексей Кирсанов отметил «Коммерсант», что с первого дня расследования дела защита настаивала, что господин Вершинин не имел никакого отношения ни к обману, ни к попытке завладеть деньгами путем введения в заблуждение. Теперь эта позиция получила свое полное подтверждение, сказал господин Кирсанов. Как ранее сообщал «Коммерсант», в материалах дела говорится, что начиная с 26 февраля 2020 года Алексей Добрынин и Владислав Шаповалов уверяли адвоката Вершинина, который 10 лет представлял интересы Васи Воскреса, что в отношении законника вскоре будет возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, статья 210 Уголовный кодекс Российской Федерации, и незаконном обналичивании средств, статья 172 Уголовный кодекс Российской Федерации. Шаповалов, представляясь действующим сотрудником Главное управление уголовного розыска, хотя к тому времени он уже уволился из МВД, передал адвокату справку, на основании которой якобы будет начато расследование. Господин Вершинин отправил ее законнику.
Тот заинтересовался вопросом, а экс-полицейский и девелопер, по версии следствия, заявили, что готовы за $300 тысяч не дать справки хода. Хотя цена Васе Воскресу показалась завышенной, он поручил господину Вершинину начать переговоры. Чуть позже к ним присоединился и Станислав Воротников. В апреле 2021 года, при получении денег от господина Воротникова, у дома номер 3 по Мичуринскому проспекту адвокат был задержан оперативниками ФСБ. Как вскоре выяснилось, практически с самого начала переговоры шли под контролем чекистов. Вскоре были задержаны и арестованы Алексей Добрынин и Владислав Шаповалов, которым было предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество, статья 30, часть 4, статья 159 Уголовный кодекс Российской Федерации.